Всем привет! Сегодня у нас интересный расклад про узлы и про любовь. То есть ты и он — узлы любви и обязанности. Ну смотри, вот когда отношения прям повязаны с обязанностями, да, там долги, дети, работа и так далее, и вот нужно разобраться, где вот любовь, а где узлы. И причем узлы токсичные. И как развязать их. Вытянем по 6 карт, вопросов 5. Почему 6 карт? Потому что пятый вопрос, он сложный, там одной карты не отделаешься. Да? И вопрос, как развязать токсичные узлы. Ну, все, по идее, я вам сказал. И нет, еще заходите в проживание арканов. Тогда никаких токсичных узлов не будет и в помине, как и токсичных мужчин рядом с вами, токсичного окружения и прочего. Ссылки в описании к видео и в закрепленном комментарии. Давайте начнем расклад. Итак, первый вариант. Карты тяжело тянутся. Паж Пентаклей. Да что ж такое? Рыцарь Пентаклей. Кстати, так никто и не угадал еще, что за коробочка. Вернее, что в коробочке лежит. Даже никто близко еще не был. Семерка Пентаклей. Десятка Пентаклей. И Королева жезлов. Ну смотри, две последние карты — это как развязать токсичные узлы. Ну смотри, главный узел вот этих обязательств между вами. Ну знаешь, у вас такая ситуация, где вы оба связаны одним вот этим финансовым вопросом, который уже успел подрасти. Как вот сорняк. Например, там общий кредит, который нужно платить, да, там строго по датам, но у вас это как узел. Ты хотела бы побыстрее там расплатиться и закрыть эту тему, да, чтобы не висело над головой, а он как будто и не торопится даже. Тебе приходится напоминать ему постоянно про сроки, про суммы, чтобы, вот эти штрафы не схлопотать, да, или там просрочки. И вот этот долг, он, знаешь, он своеобразный узел, понимаешь, который точно привязывает вас друг к другу. И пока вы не решите его вот окончательно, вот этот узел, да, ваша связь, она не сможет дышать на полную. С одной стороны, это причина для постоянных разговоров про деньги и так далее и тому подобное, а с другой, это вот тест на умение вместе разруливать бытовые обязательства, не ругаясь, не откладывая решение там в долгий ящик и прочее, прочее. Как он влияет на чувства между вами, этот узел? Ну смотри, он устойчивость дает. Но при этом он иногда навевает вот эту, знаешь, вот тоску своей вот этой медлительностью. Ты видишь, что он вроде бы там готов вкладываться, да, иногда делаешь приятные жесты, вроде как оплаты твоей части расходов, да, или покупки нужных продуктов, но при этом он двигается очень осторожно, как будто боится там любого риска. Вроде бы там надежность есть, да, но порой вот это отсутствие спонтанности, оно тебя раздражает. Хочется легкости, яркости, а не вот этих всех обязательств. И в чувствах у вас появляются моменты, когда вот ты думаешь, все стабильно, и так далее, да. Не так, я договорил у себя в голове. Смотри, то есть хочется... Все стабильно, да, оно и есть стабильно, но хочется вот этого праздника, что ли. А то дом, работа, оплатили за кредит, купили продукты, покушали, спать легли. И вот так вот идет.
Но его стабильность — это, знаешь, основа ваших отношений, которая не дает вам рассыпаться там при первой же нагрузке. Он чуть медлителен, но он всегда доводит начатое до конца. И это сильно влияет на вашу эмоциональную связь. Тебе не нужно тревожиться, что он там пропадет, сбежит и так далее. Но я вот понимаю тебя, да, иногда хочется, чтобы он включал вот этот режим, а давай типа сделаем то, что нам голову сорвет, да? Ну, я имею в виду в хорошем смысле. Вот прям новенькое прямо сейчас хочется, а не только вот чтобы по привычной тропинке он шел. Семерка кубков, это, знаешь, это какая часть этих обязательств? Свобода. Ну, тут момент такой, когда вы вместе придумываете, как улучшить вашу жизнь. Вот это и есть свобода. Например, там решаете, что там после вот этих всех выплат кредита начнете там копить на новый отпуск, на новую квартиру, машину и так далее. Потому что хочется устроить себе вот это, ну, приключение какое-нибудь. Где-нибудь там у моря. И вот эта часть фантазии и общих целей, это вам дает ощущение свободы. Потому что вы вольны выбирать, да, куда вы движетесь дальше, а не просто там скованы по рукам и ногам. И когда вы вот садитесь там обедать, ужинать и так далее, или там просто за чашкой чая, и начинаете обсуждать, куда там потратить свободные деньги, да, как будущее организовать, внутри у вас у обоих появляется вот это воодушевление. Это и есть вот этот кусочек свободы, то есть планировать вместе, да, рисовать в голове яркие картинки. И вы не зациклены только на быту, да, на рутине вот этой, а позволяете себе помечтать. И эти мечты, они становятся вот этой воздушной прослойкой между там жесткими обязательствами, да, и вашими настоящими чувствами. И это и создает эмоциональный простор, где вы сами решаете, как строить вот этот завтрашний день. Какая часть этих обязательств — груз? Ну, здесь про то, что вы, знаешь, смотрите на свои вложения, а это у нас время, деньги, энергия и так далее, и вы понимаете, что результат, он, ну, не такой быстрый, как хотелось бы. Например, ты уже вот устала откладывать там каждую копейку на общий семейный бюджет, да, а он все еще тянет с каким-то решением, где это все держать, например, да. Ну или там есть моменты, когда вы долго ждете, что что-то окупится. Но каждый раз возникает вот эта новая задача, да, которая отодвигает ваши фантазии, ваши старания на дальний план. И вот постоянное чувство, как будто вы вот вкалываете, извините меня за выражение, да, без передышки, но не видите вот этой яркой отдачи. Это начинает давить на настроение, провоцирует ссоры и прочее. И возникает ощущение, что вы тратите много сил, а удовольствия нет. И вот это вот и есть вот этот груз. Как будто вы, как сказать, картошку, да, окучиваете, а что-то она не растет. Ну, примерно вот так. И вот эти инерция, растянутые сроки, это все заставляет нервничать и вопрос задавать, а нужно ли оно мне, да? А стоило ли оно того? И вот этот груз, он копится, если его не проговаривать вслух. И это все рискует превратиться просто в накопленную усталость, которая вредит отношениям. Две карты, десятка пентаклей и королева жезлов, это как развязать токсичные узлы. Ну смотри, тут сочетаются уверенность в семейных ценностях, да, и твоя сила яркая. Понимаешь? То есть, чтобы развязать вот эти все токсичные завязки, да, важно объединиться в одном направлении. Например, там
решить, например, да, что сейчас вы приобретете, как сказать, когда приберете там мусор от мелких долгов, да, и вместе займетесь чем-то более масштабным. Понимаешь? То есть, как сказать? То есть, давай нормально скажу, то есть мелкие долги отдать, да, и начать планировать там что-то более глобальное, да, там от ремонта до собственного там совместного бизнеса какого-то. То есть ты задаешь тон своим энтузиазмом и его вдохновляешь, показывая, что вы оба способны на большее, чем просто дырки семейные латать. Здесь, знаешь, здесь важно не бояться брать на себя вот эту ведущую роль, хоть ты и девочка. Понимаешь? Но только тогда, когда ты чувствуешь прилив энергии. А он в глубине души, он ценит твой вот этот запал, да, хоть и не всегда успевает за твоим темпом. И когда вы общими усилиями переходите вот от этих разных узлов, да, к общей задаче, то вы будете видеть, как вся вот эта система, она начинает работать на вас, а не против вас, как сейчас. Понимаешь? И семейные денежные обязательства, они превращаются в основу для чего-то более крепкого, да, перспективного, где каждая твоя инициатива, она будет находить отклик. Тут все просто, понимаешь? То есть не истерики, ругачки, вот это все, а общее дело и твоя искорка. Тут все понятно, давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки пристегнулись, полетели. Ну смотри, первый вопрос у нас... сразу объясню, что на пятый вопрос 2 карты. Так, главный узел обязательств между вами. Ну, сейчас вот, как сказать, сейчас самое место напряженное в ваших отношениях — это правила строгие, которые ты установила. Чтобы там все работало четко, без проволочек. Ты контролируешь все. Ты контролируешь там коммуналку, оплачивание, да? Все время ему напоминаешь про важные дела, когда он там забывает, да? Резко высказаться можешь. Ну, ты не злая, нет. Я бы не сказал, что ты злая. Просто у тебя вот этот режим включается. Я вот не знаю, как поймешь, не поймешь, как командир роты. Потому что ты хочешь, чтобы все было по плану, без долгов, все идеально. А он иногда возмущается, что ты буквально ведешь его за ручку и указываешь, как поступать. Но ты четко знаешь, если все на самотек пустить, потом будет больше проблем, чем плюсов, да? И вот этот узел, он возникает от жесткой необходимости постоянно вот упорядочить вот этот совместный быт, да? И ты уже просто вот, как сказать, без буквы «З» слово. Устала. Ты устала все держать на своих плечах. Просто на букву «З». Вот реально просто вот я чувствую, что ты бы мое слово «устала» перевернула на букву «З». А с другой стороны, именно эта твоя вот эта твердая позиция, она спасает вас там от денежных проколов, да, от бытовых каких-то проблем, скрепляя отношения, пусть и твоей вот этой жесткой, но надежной ниточкой. Как он влияет на чувства между вами, этот узел? Ну, это, смотри, это подрывает спокойствие.
Башню я буду вам трактовать более мягко, да. То есть это заставляет вас ругаться из-за пустяков. Понимаешь? Вы ссоритесь на кухне, да, так сильно, что тарелку даже разбили, потому что оба были на взводе. Ты кричишь, что тащить устало все в одиночку, он от обиды кипел, что там его считают каким-то там несамостоятельным или вообще там не мужчиной, да? И такие вспышки, они бесследно не проходят. Внутри остаются на душе царапины. Вот у меня Барсик на руках сидел, и рядом фейерверк взорвался. И Барсик сиганул. А Барсик, он всегда, когда играет, когти убирает. И в этот раз он просто вот в попыхах, так скажем. И у меня на животе есть шрамы от его когтей, когда он вырывался. И вот у него тоже, понимаешь? Только у него не от Барсика. Чувства у вас колышутся, как вот после землетрясений. Вам приходится заново строить доверие между собой из раза в раз. Но именно вот этот обрыв вот этих привычных шаблонов иногда нужен. Как бы это парадоксально ни звучало. А для чего? Чтобы вы оба осознали, что вот эти старые паттерны, подходы и так далее, они не работают больше. И без вот этой встряски, без вот этой разбитой тарелки вы бы просто, как сказать, застряли во взаимных претензиях и в молчании холодном. А вот этот взрывной конфликт, он глаза вам открывает. Либо вы меняетесь, либо все рушится окончательно. Понимаешь? И судя по тому, что вы все еще вместе, в ваших чувствах есть мощный потенциал. Мощный потенциал, чтобы все преодолеть и отношения на новый уровень поднять. Понимаешь? Какая часть этих обязательств – это свобода? Ну, знаешь, моменты в ваших отношениях есть, вот где вы оба себя чувствуете, вот как сказать, хозяевами положения. Это когда вы объединяетесь в стремлении сделать свою жизнь совместную лучше. Например, вместе планируете какие-то покупки совместные, да? Там никто не пытается в это время урвать побольше в свою сторону. И у вас появляется уверенность, что вы команда, да? Что вы можете достичь любых целей. И в этом ощущается ваша свобода. Вы создаете стабильность, не завися при этом вот от там, мнений подруг, друзей, вообще окружающих других людей. Он тоже в такие моменты раскрывается как ответственный мужчина. Может взять там подработку какую-то дополнительную, да, там помочь там с ремонтом кому-то, да, демонстрируя, что ему не все равно. Понимаешь? И именно в этом у вас проскакивает такое ощущение, что вы сами решаете, когда жить. Ну, да, на вас там дела навалены, возможно, долги, но вы все равно находите лазейку, чтобы чувствовать себя свободными вот в выборе вашего пути. Понимаешь? И вот такая вот денежная, бытовая ответственность и так далее не давить будет, да, а вот наоборот уверенность давать и простор для развития, понимаешь? Какая часть этих обязательств – это груз? Ну, детское отношение к серьезным вещам, которое боком вылезает. То есть он иногда, ну, например, там избегает неприятных разговоров, да? Может там просто отшутиться или там сослаться на занятость свою, да, когда речь заходит там про деньги, про обязательства и так далее. И ты чувствуешь, что ты остаешься с проблемами одна. Вот один на один, лицом к лицу.
потому что ему сложно всерьез обсуждать такие вещи. И это становится грузом. Потому что ты видишь, что нужно решение принимать, да, а он прячется, как говорится, в свой внутренний мир, пытаясь там сохранить позитив. И от этого у тебя копится раздражение. Душа закипает. И та тарелка, она об этом говорит. Иногда, как говорится, хочется тебе его, как подобрать слово, чтобы не сказать отпиетеринтен. Хочется тебе ему приготовить леща, да? И дать ему его, чтобы он, как говорится, с небес на землю вернулся. И вот в те моменты, когда требуются взрослые шаги, его вот эта детскость, да, ну, если есть такое слово, но вы меня все равно поняли, она мешает вам вперед сдвинуться. Ты понимаешь, что без серьезного разговора все будет буксовать, а то и вообще провалится, а он уворачивается, потому что он не любит вот этого напряжения, конфликтов, ссор и так далее. Вот это и есть вот этот груз, потому что приходится тянуть острые вопросы на себе тебе. Понимаешь? А что понимаешь ты? Я с самого расклада, наверное, сидишь и головой киваешь. И вот пока он мечется между желанием мир сохранить и нежеланием брать на себя ответственность, это груз. Приготовь ему леща. Купи в магазине лещ очень большой, вкусный и так далее, да? Пожарь его очень вкусненько и дай ему. 8 пентаклей правосудия — это у нас 5-й вопрос, как развязать вот эти токсичные узлы. И знаешь, тут вы оба, именно оба, должны взяться за реальные дела, не перекладывая вину друг на друга. Дай ему этот расклад посмотреть. Скажи: дед тебя считает ребенком несозревшим, а я умничка. Вот в этом варианте я смело говорю, что ты умничка. Реально. Вот я никогда не занимаю ничью сторону. Ну, всегда говорю, вы можете помириться и так далее, тому подобное, но тут нет. Тут тебе нужно сходить в магазин и купить леща, и приготовить ему и дать его. Понимаешь? Когда ты видишь, вот, что что-то нужно срочно там оплатить, какие-то срочные документы оформить, ты спокойно зовешь его, как говорится, к столу, да, достаете все, что нужно, там, например, вот столько у нас денег, вот нужные бумаги и так далее, завариваете чаечек, дед, кстати, всегда пьет, а ромашковый чай вот всегда, никогда черный не пью, зеленый ромашковый, ну и кофе по утрам еще. Вот, и ладно, это я отошел, да, в сторону, и вместе разбираетесь шаг за шагом с блокнотиком, с ручкой, там, с листочком, да, если блокнотика нет. Он начинает видеть, что это, ну, не просто твоя прихоть поговорить серьезно, да, это общее дело семейное, которое откладывать просто нельзя. То есть не нужно вот это ходить за ним и нудеть. Приготовила, пожарила леща, на стол накрыла, я имею в виду там денежки, вот сколько у нас, да, бумажка, листочка, ручек, и все, он увидит, что это не твоя прихоть, это жизнь. Понимаешь? Чтобы вот эту инфантильность у него убрать, после леща и вот этого плана все будет хорошо. Понимаешь? А с другой стороны, тебе важно научиться распределять обязанности более справедливо. Понимаешь? Если ты всегда там сама рвешься все делать, да, то у него стимул пропадает брать инициативу. Чем больше вы оба действуете как одна команда, тем быстрее исчезают вот эти обиды, да, взаимные упреки. Суть в том, чтобы каждая сторона, она взяла ровно свою часть нагрузки, не завышая требований к другому. Это не только к тебе относится, это к обоим.
И при подходе вот таком, да, ваши узлы, они становятся понятными задачами, которые можно развязать, если включить совместную поддержку вот эту, да, совместное обсуждение вопросов с листочком, ручкой и так далее. А не только там критиковать там друг друга, да, срываться на крик и так далее. Но запомни, в этом варианте я настоятельно рекомендую готовить леща. С гренками говорю, с посыпкой, как называется, вот когда леща сначала в муке обваляешь, а потом жаришь. Вот не помню, но дай ему леща. Вкусненького, не холодненького, горяченького леща. Очень будет вкусно и будет все хорошо. Понимаешь? Инфантильность немного у него нужно убрать. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, одевайте свои штанишки, заваривайте чаечек, кушайте пирожочки, да, самые лучшие хозяйки. Это нигде там все красиво, уютно, она любит, да, самые хорошие хозяйки — это те, кто умеют пирожки печь. И не деревянные пирожки, а вот которые, как сказать, ну, такие пышные, есть же, которые на дрожжевом тесте. Прям женился бы сразу, аж 3 раза. Прям вот каждый день бы ходил предложение делать. Ну, смотри, какие пирожки еще. Так, я забыл про что раз. Да. Извиняюсь, я просто отвлекся. Итак, троечки. Главный узел обязательств между вами. Ну, ты, королева Пентаклей, взяла роль ответственной хозяйки, которая следит за домом, за деньгами, за всеми мелочами, за детьми смотрит и так далее, и тому подобное. Каждый месяц ты распределяешь там бюджет, следишь, чтобы ребенок накормлен был, если ребенок есть, да, счета оплачены, шкаф не пустовал, холодильник не пустовал. И он не против, что ты лидируешь. Но он просто привыкать начал. Понимаешь? Что ты всегда все держишь под контролем. Это и стало вашим узлом. Ты несешь на себе львиную долю забот, а он все чаще там расслабляется. Хочу PlayStation и так далее. Хочу в танчики играть. Ну, я не говорю, что он там не работает. Работает. Просто он знает, считает, что раз ты справляешься, значит, так и надо. И ты даже сама иногда не замечаешь, как берешь все на себя, потому что хочется, чтобы дома был уют, порядок, носки не стояли в углу, да? Но такое перераспределение обязанностей, оно приводит к тому, что ты просто усталость чувствуешь, обиду. Ну ты ж не железная же, правильно? А он, в свою очередь, из-за твоей активности перестает проявлять инициативу. Единственная его инициатива — это «давай компот». Да? И получается у вас замкнутый круг. Чем больше ты тащишь, тем меньше он помогает. А чем меньше он помогает, тем больше на тебе груз и приходится тащить больше. И вот этот перекос в обязанностях — это ваш ключевой узел, который мешает вам обоим чувствовать вашу гармонию. Ну, семейную я имею в виду. Как он влияет на чувства вот между вами? Ну, как сказать, вот.
Этот дисбаланс, он ощущение стабильности подрывает, заставляет вас там переживать, как бы там все не треснуло в самый неподходящий момент. Ты начинаешь чувствовать себя непонятой, да, как будто твои старания, они все воспринимаются как норма и не ценятся никак. А он, в свою очередь, он, знаешь, он может загоняться вот этим чувством вины, ну или наоборот, впадать в состояние, когда, ну, проще в сторонку отойти. И, конечно же, у вас были такие случаи, когда вы ссорились там из-за недостатка денег на что-то важное, да, и ты в панике брала там на себя подработки, например, да, стараясь закрыть вот эти дыры финансовые. И он вроде бы там сочувствовал тебе, да, но не всегда сдвигался с места. Потому что либо не знал, как помочь, либо не решался пересмотреть свои приоритеты. И на уровне чувств это рождает вот это постоянное напряжение и вот этот обидный осадочек у тебя в душе. Как будто, знаешь, такое у тебя в душе такое чувство, как будто нет легкости уже в отношениях. Понимаешь? А что я говорю, понимаешь? Ты сейчас сидишь и, говорю же, головой киваешь. Да, вы продолжаете быть вместе, но вот та, которая раньше была приятная близость, которая вдохновляет и так далее, это все начинает теряться, уступая место тревоге, страху, что в любой момент там новый какой-то форс-мажор придет, да? И опять придется тебе выкручиваться в одиночку. А у тебя на него надежды уже нету. Сама его расслабила. Прости, но это правда. Какая часть этих обязательств — свобода? Ну смотри, тут такой момент, что когда вы ловите вот удачный поворот событий, да, и осознаете, что несмотря на все обязательства, вы все-таки способны менять свою жизнь, вот это ваша свобода. Например, вот выдалось такое время, да, период у вас в жизни, когда вы вот неожиданно там деньги откуда-то получили, там премию, какую-нибудь выплату и так далее. И это вам помогает дышать свободнее. И в такие моменты вы начинаете понимать, что вы, ну, не прикованы к своим там долгам и прочему, и что у вас выбор есть. Можно на будущее отложить, себе там приятный отдых позволить, да? И вот это создает ощущение, что судьба вам дает вот этот шанс вырваться из карусели рутины. Ну, хотя бы, как говорится, на мгновение, да? И именно тогда вы чувствуете свободу. Вы видите, что есть такие циклы, волны жизненные, да? И даже если сейчас туго, то через неделю, через месяц появится обязательно такая возможность расслабиться. И вот этот элемент непредсказуемости, он дает вам обоим, вот, как сказать, веру, что будущее, оно в граните не высечено. И что жесткие обязательства, ну, это не приговор. То есть пространство для вот этих приятных сюрпризов и случайностей, которые вам дают, как сказать, глоточек воздуха. Это и есть ваша свобода. Какая часть этих обязательств груз? Ну, по семерке мечей понятно, да? Скрытые упреки, врунишки, маневры вот эти, когда один чего-то чуть не сказанул. Когда один что-то не договаривает, да, не будем говорить и врать матерным словом, а другой чувствует этот обман. Как ты, так и он там можете утаить, так скажем, да, что там часть потратили денег на неотложные какие-то нужды, да, чтобы не слушать претензий, а он может не договаривать о своих там реальных доходах или реальных долгах. И вот это накапливается все.
Понимаешь? Сперва водичка по капле капает, а потом вот эти капельки заливают все подряд. И такие вот полуправды, они атмосферу, как сказать, тяжелее делают. Вы якобы там работаете над общим делом, над общим семейным бюджетом, а на деле каждый пытается выкрутиться в одиночку, да, и избежать там каких-то лишних выяснений. Например, он денег больше получил, заначку спрятал. Ну и, извиняюсь, обманул. Ты сказала, что там помада стоит столько-то, а на самом деле она дешевле, тоже себе заначку сделала, да? Или вообще не сказала, что помаду купила. Тоже обманула. И когда вот правда все же всплывает, возникает у вас двусторонняя обида. Ты думаешь, что он что он врунишка, да? А он считает, что ты преувеличиваешь. И в результате вместо легких разговоров про общие планы получаются взаимные обвинения. Это и есть ваш тяжелый груз. Ложь и недосказанность. Они порождают неверие, недоверие в ваше общее будущее, да, в искреннее семейное сотрудничество. Убирает веру. И чем больше таких затяжек на этих узелках, да, тем сложнее по-настоящему друг другу доверять. Поэтому, если ты меня слышишь со стороны мужчину, я хотел тебе сказать, чтобы ты заначку свою раскрыл, но я-то понимаю, зачем мужчины заначку делают. Делай заначки сейчас. Тут аудитория 99% женщин и 1% мужчин. Сейчас я говорю мужчине, и женщины меня, как говорится, могут поругать. Но если мужчина, слушай, если ты делаешь заначку, делай это более умело. Все, женщины меня не слышали. Вот, а если ты женщина, то раскрывай правду, чего ты хочешь и так далее, и слушайся мужчину своего. Вот. Так, рыцарь кубков, паш мечей — это один вопрос, как развязать вот эти токсичные узлы. Ну, это, знаешь, это сочетание искренности и готовности к диалогу. Когда ты, женщина, я имею в виду, с ним говоришь на тему там денег, воспитания детей и так далее, нужно больше мягкости. Но без ухода вот в эти розовые фантазии, в завышенные ожидания. С одной стороны, ты показываешь, что ты переживаешь, да, потому что ты хочешь, чтобы у вас все было, и все было хорошо, а с другой ты задаешь конкретные вопросы. Например, там, сколько денег ты спрятал? Признавайся, паразит. Или там, сколько мы сегодня можем отложить там на нашу поездку? Понимаешь? То есть, какие приоритеты узнавать. И при подходе таком ты не давишь и не отстраняешься, а стараешься сохранить с ним душевный контакт. Он, видя твою вот эту открытость, не боится признаться, что заначка у него в кармане, в шифонере есть куртка, там лежит заначка в кармане в старой куртке. Вот, и он признается в этом. Параллельно включается и твоя бдительность. Ты не позволяешь ему уходить в туман, там отмахиваться, уходить в собственный мир. Чем более вот прямо вы разговариваете с друг другом, тем меньше шансов для недомолвок, да, для тайных обид и прочего. Мужик, перепрячь заначку, она знает, что у тебя в куртке там заначка старая. И так вот шаг за шагом, да, вы убираете токсичные петли вот эти, где каждый сидел в своих мыслях. Здесь, знаешь, самое главное не пытаться друг друга перехитрить, а объединиться ради одной вот этой цели, понимаешь?
обсуждая все вот в режиме такого четкого и теплого диалога. Все просто. И оба приходите в проживание арканов, проработаете и отношения, и все затыки, и все будет у вас идеально. Ссылку видите на экране, есть она в описании к видео и в закрепленном комментарии. И обязательно подпишитесь на канал и вдвоем любите деда.